Всем привет, друзья! Сегодня я научу вас подтягиваться на одной руке. Досмотрите это видео до конца, и тогда вы поймете, почему это лучшая обучалка. Для подтягивания на одной руке нужно развивать как силу, так и, собственно, технический навык. То есть освоить технику выполнения этого упражнения. Сейчас я ее подробно объясню, ведь без понимания техники выполнения подтягивания на одной руке вы даже будете подводящие упражнения делать неправильно. Итак, вспоминаем прошлое видео. Центр масс. У нас есть одна точка опоры, да? То есть то, за что мы тянем, одна рука, и относительно нее вся масса тела сосредоточена в одной стороне. Чтобы избежать рычага и было подтягиваться максимально легко, нам нужно туда ввести вес. То есть вытянуть руку вперед, завести ее в ту сторону, чуть вниз опустить. Нужно закрутить корпус, то есть закрутить за плечо, и ноги увести чуть вперед и в ту сторону. Подтягиваемся мы к руке, не куда-то там в сторону, не к середине перекладине, а именно как можно ближе к самой руке. Тогда мы минимизируем рычаг выполнения упражнений. Закрутили, ноги чуть вперед вывели, поехали. В чем еще сложность стартовой позиции? У большинства новичков просто не получается даже начать подтягиваться на одной. То есть вы полностью повисаете, так провисаете и никакого движения не можете сделать. Дело в том, что у вас проваливается плечо, расслабляются грудные мышцы, растягиваются, и тело уходит в ту позицию, с которой стартануть вы не можете. Поэтому вы должны сразу же встать в нужную стартовую позицию. То есть нужно, во-первых, опустить плечо и закрутить его как можно ближе к корпусу. То есть напрягайте грудные мышцы и закручивать вот так корпус. Можете даже вот встать на что-нибудь. Вот она позиция, да? Грудные должны быть напряжены. Корпус у нас должен быть закручен к этой руке. Рука выдвинута вперед. То есть мы подтягиваемся вот в такой позиции. Не прямым телом, да? Можно даже поделать такое подводящее упражнение, если у вас именно проблема в этой точке, да, в начальной. На низком турнике или поставляете там табуретку. Встаете в упор, да? Закручиваетесь в это положение и статически удерживаетесь, чтобы у вас не было вот такого провала, да? Закрутились и так вот держитесь. Можно там на прямой руке, на согнутой. Но самое главное, чтобы у вас не было расслабления и чтобы у вас не раскручивался корпус. Я-то могу закрутиться, да? То есть вот это движение, да? Его тоже можно отдельно потренировать. То есть как закручиваться. Просто новички не понимают, как это делать. Как там мышцы напрягаются. В подтягиваниях на одной руке очень сильно работают грудные мышцы на самом деле. То есть мы притягиваем руку сюда. Мы тянемся, не отводим локоть назад, да, и руку назад. Хотя немножко это движение присутствует. А скорее максимально подтягиваем руку вот к нашему корпусу. Так мы сокращаем рычаг. Выполнять так намного проще. Нам помогают грудные мышцы. Они очень сильные. То есть сейчас следите внимание за локтем, да, за рукой, как идет движение, за грудными мышцами. Вот я подтягиваюсь. Видите, да, я прижал. Локоть сюда прижимается к корпусу. Это все, что касается техники выполнения упражнения. Что у нас по силе? Какая должна быть сила? Я научился подтягиваться на одной руке, когда умел подтягиваться с весом 32 килограмма, 8 повторений. Это примерно половина моего собственного веса. То есть вам 100% хватит сил, если вы будете подтягиваться с закупленным весом, равным половине своего собственного 8 раз. И еще одно но. Обычные подтягивания плохо подготавливают вас к подтягиванию на одной руке. То есть когда вы подтягиваетесь широко, расставляете ваши руки, там сводите лопатки, тянетесь до груди, да. Такие упражнения больше подходят для тренировки широчайших мышц. Но в подтягиваниях на одной руке у нас идет такое движение, да, на круглые мышцы спины. То есть локоть у нас отходит назад, не в сторону мы разводим. Поэтому для подтягивания на одной руке лучше подходят такие подтягивания, как много раз я уже показывал, да. Это вот средним хватом отводим локти назад, там можно даже взрывные подтягивания делать. Вот с такой техникой. Поэтому многим новичкам проще всего сделать подтягивание обратным хватом. Подтягивание обратным хватом максимально похоже на такие, да? Плюс проще удерживаться сверху. Так, для подтягиваний обратным хватом на одной руке лучше всего подготавливать, конечно же,
обычный подтягивание обратным хватом или узкий. Верхним хватом лучше всего подготавливают подтягивание разнохватом на самом деле. То есть беремся узким хватом и тянемся. Так. Посмотрите на вот эту руку. Она практически так же работает, как и при подтягивании на одной руке. Второй рукой, которую вы держите с обратным хватом, старайтесь минимально работать. То есть совсем чуть-чуть себе помогайте, и вся нагрузка должна уходить на вашу рабочую руку. Попробуйте поделать именно такие подтягивания с дополнительным весом. И насчет хватов можно подтягиваться обратным, прямым и нейтральным хватом. Новичкам проще всего научиться подтягиваться обратным хватом, потому что подтягивание одной и подтягивание обратным хватом максимально похожи. Плюс проще удерживаться над перекладиной за счет включения бицепса в работу. Но в таких подтягиваниях большой рычаг выполнения относительно подтягивания верхним хватом, когда мы прижимаем локоть. Подтягивание нейтральным хватом хороши тем, что у вас в них вообще никак там не крутит, не вертит, но нужно там голову задирать, отводить, это не очень удобно. Но самые простые на самом деле для выполнения, но сложны для освоения, это подтягивание верхним хватом. Поскольку так мы можем прижать локоть и значительно сократить рычаг выполнения. Но еще последняя проблема, которую я не упомянул, вас могут начать закручивать, да, то есть вы подтягиваетесь, начинаете тело туда-сюда крутить. Здесь нужно просто научиться работать вашим предплечьем, вашей кистью. Может поделать такое подводящее упражнение. То есть держитесь так, проворачивайтесь, потом обратно. Ну, в общем, учитесь себя контролировать. Собственно, вы поняли технику выполнения упражнения, у вас есть наработанная база, как начинать тренировать. Начинаем тренировать с двух самых сложных позиций. Это именно снизу старт, я уже показал подводящий, да, там статически удерживаться в этом положении. И фаза сверху. Здесь мы просто подтягиваемся на двух руках и потом тут фиксируемся. Если у вас не хватает силы, то помогайте второй рукой, ну так, помаленьку там себя поддерживайте. Нужно просто статически удерживаться. Ну и в конечном итоге научиться подтягиваться на одной руке вам помогут 3 подводящих упражнения. Первое — это подтягивание с резиной, но с оговорками. Во-первых, чтобы соблюсти распределение веса по центру масс, у вас резина должна быть строго под рукой. То есть держимся так, хватаемся за резину. Цепляем ее за ноги и отводим ноги чуть вперед. То есть соблюдаем полностью технику. Да, закручиваем корпус, руку вперед выводим, ноги чуть вперед выводим и подтягиваемся. Если резины нет, то также можно брать веревку, допустим, держаться, второй рукой себе помогать, но рабочая рука тоже должна быть именно либо над этой веревкой, либо над резиной, строго над ней. То есть ни в коем случае не с этой стороны, ни в коем случае не там далеко туда. А вот чтобы соблюдался центр масс, чтобы все по физике, как говорится, работало, да, по науке, делаем именно так. Второе упражнение вы все знаете, многие научились именно за счет него. Это негативные повторения, да. Подтягиваемся, задерживаемся сверху и медленно опускаемся. Да, как можно медленнее, статически можно задерживаться в каком-то моменте амплитуды, который у вас страдает. Не забывайте делать прогрессию нагрузок, то есть брать резину, допустим, все легче и легче, меньшего натяжения, меньше помогать себе второй рукой, медленнее там опускаться и так далее. Последнее упражнение тоже с прогрессией, самое уже конечно эффективное, это подтягивание на одной руке не полную амплитуду, да, то есть вы, допустим, подтягиваетесь до такой позиции, да, опускаете вторую руку, дотягиваете там середины амплитуды, потом уже все больше и больше и больше, ну и в конечном итоге уже в полную амплитуду делаете. Если вам нужно организовать всю эту систему в программу тренировок, сочетать с другими элементами и базой, то можете подписаться на меня на Бусти, там выходят новые эксклюзивные видео. Вот вышло видео про коррекцию тестостерона, ну и также подписчиков я консультирую, пишу им программы тренировок. Все подробности по ссылочке в описании. Итак, давайте подытожим. База — это подтягивание с дополнительным весом, равным половине своего собственного, 8-10 повторений. Этого будет с избытком. Подтягивание нужно выполнять в определенной технике, либо обратным хватом узким, либо разнохватом, либо прямым хватом, но отводим локти назад. То есть вот такого у нас должно быть движение, да? Можно выполнять также взрывные подтягивания, там, до груди, до пояса с такой техникой. Отдельно прорабатываем самые сложные моменты
амплитуды, да, то есть это стартовая позиция, а также позиция у нас подбородок над перекладиной. Ну и выполняем подводящие упражнения, обязательно с прогрессией нагрузок, не стоим на месте, и в конечном итоге у вас все получится. Еще раз смотрите внимательно технику, да, относительно центра масс, смещаем вес тела туда, ноги чуть вперед уводим, руку вперед уводим, закручиваем корпус, закручиваем эту руку к нашему корпусу тоже, да, то есть мы так, получается, сжимаемся. Грудные мышцы должны быть напряжены, мы не раскручиваем, да, не проваливаем плечо, плечо должно быть у нас вставлено. И этот локоть подтягивания мы ведем именно к корпусу, прижимаем. То есть никуда там в бок, не отводим назад, а вот именно к корпусу. Так мы максимально сокращаем амплитуду движения. Такие подтягивания на одной руке будут максимально простые, эффективные, ну и четкие.